Петров Сергей так и не понял. Вячеслав, еще раз объясните, какой материал вы используете на рамке. Точное название, если можно, размеры. А то по запросу пенополистирол 5 мм листа выдают одни пенопласты. Я набрал пенополистирол, толщина 5 мм, 1400 на 1000 мм, 757 рублей штука. 5 мм хорош. В Леруа Мерлен 10 мм продается. Ну, из 10 мм вы купите, сделаете. Откосы для подоконников или для окон называются. Такие вертикальные, ну, 50 сантиметров они, по-моему, двухметровые. Один лист переноски у меня 50 на 40. Ну, по размеру ручной клади. Вячеслав, здравствуйте. Решилась выйти в ночь на пленэр. Привлек высотный дом со светящимися окнами. Одно окно светит очень ярко, сиреневым цветом. Вот это и привлекло меня. Это так и надо передавать ярко, как фоткаю. Этот свет размытый. Как поступать? Знака вопроса нет, может, просто такая реплика. Смотрела ваш ночной пленэр, там дом во тьме, но пишите его ярко-бирюзовым. Вот так надо. Надо, да? Ночью совсем другие ощущения, как за рулем ночью. Все видишь по-другому. Но за рулем ночью, да, не довидишь, если плохо освещено, не все видишь. Так вот, не все видишь и не все пишите. А пишите, как вы не все видите. Прям так. Если самый яркий фонарь, значит, ярко его, ярче, чем другие. И посмотрите цвет этих фонарей или окон. Все разное. Где-то холоднее, где-то теплее, где-то зеленее, где-то краснее, где-то желтее. Используйте разную краску. И никогда не пишите прям цвет из тюбика. Желтый, прям желтый. Все очень сдержано в природе. Ночью это или днем. Ночью, конечно, писать вечером лучше. Начинайте, когда вот смеркается. Время перехода, самое мистическое. У меня есть уроки на эту тему. Посмотрите на сайте. Там подробно все рассказано и показано, как, что, зачем и как сравнивать. Все наоборот, естественно, но большие пятна-то никуда не делись. По ним же нужно вести работу. Так что все эти большие массы нужно закладывать и вести. Ну и достигать результата. Посмотрите этот урок, он поможет точно. Юзерович, прекрасно. Давайте поговорим о том, откуда появляется эта страсть к живописи, которую невозможно подавить. И почему это свойственно только единицам? Ну, почему единицам? Ну, в конце концов, человек не умеет писать, но он умеет видеть и замечать эту красоту. И покупатели, например, они не умеют писать, но глаза у них горят не меньше, чем у художника. Они как-то чувствуют особенно. Ну, не только покупатели, просто зрители, да, которые приходят в музей, в Третьяковке, посмотрите, там же всегда народ. И не только потому, что модно, потому что есть тяга к прекрасному. Хочется побыть в тишине рядом с картиной. Люди напитываются этой энергией. Давайте поразмышляем, друзья, откуда все берется. Из точки, из любви берется. Откуда берется любовь? Она просто есть. Это то, что не исчезает. Иисус спросил же у Марии Магдалины, задал ей вопрос: «Живет ли твое сердце, когда ты любишь?» Живет, Господи, без любви оно мертво. Почитайте это Евангелие, очень запрещенное. Откуда берется страсть? Слушать музыку, например, в консерватории. Посмотрите, сколько народа ходит. Меньше, чем на попсу. Ну и туда, человек же идет со страстью что-то получить, чем-то пропитаться, напитаться. Почувствовать внутри корпуса добро какое-то. Ну, наверное, без него ему хуже. Но откуда бы ни была страсть, она есть. Просто есть. Этого достаточно, чтобы не забывать о ней и совершенствоваться, делать ее крепче, страстнее. Андрей в Титовской. Я пишу на пленэрах достаточно редко, но часто сталкиваюсь с проблемой неорганизованности рабочего места. Этюдника написано.
Часто из-за этого отвлекаюсь от самого процесса. Тем самым, вот так, да, все, ломаю. Тем самым не получается попасть в то состояние потока. Конечно, если мухи, например, кусают, также постоянно вымазываю руки и одежду маслом. А вы не тряпочкой, например. Наверное, тряпочкой себе, кисточкой вытирать. Если тряпочка, конечно, она везде потом поползет. Лучше салфетками вот этими, можно даже влажными, увлажненными. Либо полотенцем, домашнее полотенце, широкое такое, не туалетная бумага, а, кстати, батут туалетная бумага. Мне нравится полотенце, бумажное полотенце, вот. Так, отвлекаюсь на чистку кистей и палитры. То есть одна девушка, мы как-то собрались на пленэр, ездили, я написал там работы, а она все время чистила палитру, все время чистила, так ничего не написала, просто зато почистила палитру. Конечно, эти проблемы решаются практикой и большой концентрацией. Но интересно, сталкивались ли вы с подобным? Нужно просто организовать свое рабочее место. Вот, например, если все навалено здесь, да, это объедки после вчерашнего, все тут вот, да, посуда грязная, и вам нужно написать, например, письмо, вот это, на компьютере. Надо разгрести все как-то, эту кучу. Пусть даже не вымыть посуду, просто в стороны хотя бы, чтобы рабочее место было свободно. Кисточки куда положить. Значит, плевательницу поставить, в смысле пакет для вот этих бумажных полотенец грязных. Это тоже часть момента. Вот многие не учитывают, приезжают на пленэр, у них все валится, ничего не прикручено, краски не открываются, то есть они собрались приехать на класс, приехали, и пакеты, значит, нету для мусора. Куда это все? Разлетается все. То есть человек занят сбором разлетающихся от ветров бумажек, нежели живопись. Нужно все подготовить. Поэтому-то я все это придумал, эту палитру с мусорным пакетом, с навеской бумажного полотенца, зонтик крепится к треноге. В общем, все как... Меня тоже достало это в свое время, и тяжелые эти этюдники. Так что я придумал вот такую легкую организацию рабочего места, который прям стол раскладывается, тебе удобно, и кисточки не валятся, куда положить, и баночка крепится, это самая масленка. Посмотрите, как все это организовано, и сделайте себе подобное. А потом уже приходите на пленэр писать, и будет все хорошо, потому что все удобно. Не забывайте, друзья, отметиться в журнале, потому что YouTube требует, он тогда развивает нас, и получается более интересная жизнь. И новые вопросы, не будет никаких повторений. Про скидку в моей школе, напомню, 50% на все уроки, на все, за полцены. Вы представляете, посмотрите по анонсам, выберите что-нибудь интересное. Когда еще это будет скидка? Люди же не врут. Отзывы почитайте. Видеоанонсы посмотрите, к каждому уроку есть. Еще несколько видеоотзывов о семинаре в Армении, который недавно закончился. Это первые вообще мои работы маслом. До этого я писала только акварелью. Заинтересовалась я маслом после того, как начала смотреть ваши уроки. Вот, и мне показалось это очень интересно, легко и, в том смысле, что можно легко передать свои ощущения. На семинар приехала, конечно, я ничего не умела. Первая работа получилась как получилась. Вы мне очень помогли. И я, на самом деле, я почувствовала масло и полюбила масло. И мне интересно писать маслом, реально. Вот ваши слова о том, что нужно положить правильно тон, тональные отношения, а даже цвет не важен, очень важные слова. И очень важные слова, что все по-разному, ничего одинакового. Мне кажется, это основа. И ограниченная палитра. Это тоже на меня произвело очень большое впечатление.
Мне понравилось писать маслом. Мало того, я потом попробовала написать акварелью. Вот так же, как вы говорили. И это по-другому. Это не так, как у меня получалось раньше. И мне понравилось. Вот, так что я вам очень благодарна за этот семинар. Он прошел в необыкновенном месте, в Армении. Нам повезло с погодой, я считаю. И вы знаете, да, я теперь буду писать маслом. Мы начинали с акварели вместе. С акварели перейти в масло, оказывается, можно за один сеанс. Оказывается, масло это не что-то такое тягучее, пачкающее и очень сложное с точки зрения технологий. Нет, это также просто и легко, по крайней мере со Славой. Что еще для меня было интересным? Наверное, для меня интересно было соотношение цветов, тонов и теней и их превращение в некие эмоции, отношения, которые нас должны наполнять. Это было здорово. И здорово, что масло это также легко, красиво и даже, наверное, проще, чем акварель. В любом случае захватывает. Армения замечательная страна, люди и, конечно же, еда. Да? Это было то, что было тяжело оторвать от себя, и здорово. Я еще хочу добавить, ну, конечно, было все организовано великолепно. Вот, спасибо организаторам за это. И еще один момент. Блиц рисование за 10 минут. То, что я забыл. Это то, что меня восхитило. Это то, что я буду практиковать дальше. Это здорово. Тогда ты не успеваешь думать, ты не успеваешь надумывать, что мы всегда делаем. А может так, а может так, а может быть что-то еще. Нет, все это делается спонтанно, быстро. Мало того, ты даже не успеваешь смешать краски. Ты берешь такие, какие берет кисть. И что самое интересное, рука знает, куда нужно окунуть кисть, и получается... И провести правильную линию. Спасибо, друзья. Я уже начал набор на новый семинар в Армении с 1 по 8 октября. Так что вы можете уже записываться, запись идет. Предлагаю посмотреть видео 507 «Передача пространства в живописи» после этого ролика.